Добрый день! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Сейчас мы находимся на нашем складе, где 100 тысяч наименований бэушных запчастей, лучший сервис, быстрая доставка и самые сладкие цены. Вы просили проблемные моторы? Получайте! Вы просили мотор с инсигнией? Пожалуйста, встречаем Opel 2.0 CDTI. Это двигатель 2.0 CDTI с Opel Insignia, но он итальянский, создан на базе фиатовского 1.9 GTD. Кстати, мы его уже разбирали. Ссылочка в описании. Модернизированный двигатель 2.0 дебютировал в 2008 году на Lancia Delta. С тех пор он ставился на такие автомобили, как Альфа Ромео, Fiat, Opel, Saab и даже Suzuki. Сегодня мы разберем двигатель с индексом A20 DTH. Поршневая группа у двигателей 1.9 и 2.0 разная. На модернизированном диаметр цилиндра на 1 мм больше. Ход поршня остался прежним. Объем увеличился на 46 сантиметров кубических. Вообще модификации этого двигателя для автомобилей концерна GM и для автомобилей концерна Fiat немного отличаются. Опелевцы сделали из этого мотора битурбо, а итальянцы сделали 1.6 D Multijet. Мотор получился хороший, но есть у него одна неприятная особенность, которая приводит к проворачиванию вкладышей и к клину. Вот и наш мотор с такой проблемой. Проблема кроется в поддоне. Сейчас мы вам все расскажем и покажем наглядно. Многие наши зрители просили представить нашего харизматичного разборщика. Итак, представляем. Шутка! Итак, встречаем Павел! Итак, начинаем нашу разборочку! Турбокомпрессор Garrett с вакуумным управлением геометрии весьма надежен, но случаев выхода из строя картриджей турбины хватает. Проблемы с наддувом и откликами мотора могут быть связаны с лопнувшими патрубками наддуваемого воздуха, а также с неисправностью регулятора наддува. Клапан ЕГР на этом моторе сложнее, чем у предшественника. Он имеет свойство подклинивать от накопившейся сажи. Если он подклинивает, то возникает разного рода неполадки. От невозможности запустить двигатель до потери мощности. Как и на многих итальянцах, клапан здесь с сервоприводом. Посмотрите, где он стоит. То есть к мотору прикручена целая консоль с двумя каналами. По одному каналу идут выхлопные газы, по второму антифриз. А вот по этой трубке выхлопные газы отправляются обратно во впуск. Это канал, по которому циркулирует антифриз. Антифриз охлаждает выхлопные газы и подогревается сам, чтобы двигатель быстрее прогревался. Привод ГРМ здесь с зубчатым ремнем. Что примечательно, что комплект роликов и ремня подходит и для мотора 1.9 GTD. Из теплообменника уже на пробеге 50-70 тысяч километров начинается течь масло. И это решается заменой вот этих двух уплотнительных колец. А масло, кстати, у нас здесь не простое, а со стружкой. Коллектор на этом двигателе Bolt. Здесь собраны все самые косячные решения. Например, заслонки. Мало того, что их клинит, то их еще и обламывает, что мы видим на двух цилиндрах.
Здесь электронный сервопривод, и когда заслонки начинают клинить, здесь обламываются шестерни. И классика, отверстия под оси заслонок разбиваются и начинают сопливить маслом. Кроме того, наш коллектор пластиковый, и он со временем начинает трескаться. А вот это вообще уникальное решение. Как вы думаете, что это за канал? Неправильно. Это канал, по которому течет антифриз. То есть он идет отсюда, проходит сюда и дальше идет на теплообменник. Эта прокладка стареет, дубеет, и антифриз просачивается через нее и течет по блоку. Может попадать даже на ГРМ. Но в некоторых случаях антифриз может попасть в соседний впускной канал. И тогда можно доездиться аж до гидроудара. Ха-ха! И все эти проблемы с коллектором — это еще не самая сильная головная боль владельцев Insignia. Топливная система, как и у предшественника от Bosch, она надежная. Если в двигателе начинают плавать обороты, либо возникают проблемы с давлением топлива в рампе, то следует прочистить либо продуть регулятор давления топлива, который установлен на ТНВД. Топливные форсунки Bosch надежные и легко ремонтируемые. При их замене следует прописывать AMA-код. Хотя, в принципе, это не обязательно, потому что блок управления самообучающийся. Все, готов? Паша, нужно отметить, что клапанная крышка здесь является по совместительству постелью распредвалов. Состояние распредвалов здесь не вызывает никаких вопросов. Надо отметить, что состояние металлических поверхностей в нашей ГБЦ весьма чистое. Здесь отсутствуют черные отложения масла, присущие многим дизелям. На моторах 2.0 CDTI EcoFlex стоят свечи накала с датчиками давления в цилиндрах. И они дорогие. Но у нас мотор без EcoFlex, значит свечи у нас недорогие. Блок в этом двигателе чугунный, гильзованный. И по состоянию цилиндров никаких вопросов нет. Задиров нет, и хон присутствует. Впервые мы обращаем ваше внимание не на то, что скопилось в поддоне, а на то, что здесь натворили инженеры. Смотрите, трубка маслоприемника и отверстие на маслонасос. И между ними маленькая сопливая прокладочка. И представьте, что будет, если эта резиночка задубеет и начнет пропускать воздух. Это одна из причин масляного голодания. Резинка проседает, и маслонасос начинает засасывать масло вместе с воздухом. По поршням у нас вопросов нет, все кольца подвижные, что маслосъемные, что компрессионные, но вкладышем, да, вкладыши на этом моторе при масляном голодании страдают во вторую очередь.
Это передняя крышка картера нашего мотора. Здесь находится маслонасос. И сейчас мы вскроем еще несколько причин масляного голодания. Здесь заклинивают редукционный клапан и изнашивается сам маслонасос. Масляное голодание возникает тогда, когда маслонасос начинает работать интенсивнее, то есть всасывать больше масла. Сами понимаете, что в таких ситуациях вероятность больше, что воздух просочится через эту резиночку и может заклинить редукционный клапан. Чаще всего этот двигатель заклинивало, когда машина выходила на обгон, либо мчалась по шоссе с большой скоростью. Также во многих случаях коренные вкладыши медленно голодали, потому что мотор никак не реагировал на падение давления масла. На ранних двигателях 2.0 CDTI устанавливали аварийный датчик давления масла, но он сигнализирует только в критических случаях. А позже уже стали ставить трехконтактный датчик давления масла, который следит за всем диапазоном давления. Так вот, такие двигатели уже могут сообщить владельцу, что надо заехать на сервис и что-то сделать. Владельцам этих моторов приходится менять уплотнительное колечко, менять маслонасос и проверять состояние вкладышей. Давайте и мы проверим состояние коренных вкладышей. Сейчас проверим. Вот здесь вкладыша нет, его провернуло, и второй провернуло. Короче, все вкладыши провернуло. Да-да. И он не шутит. Вот наши пожеванные вкладыши. И, к сожалению, этой проблемой страдали все дорестайловые моторы. По послерестайловым моторам статистики еще нет. Коленвал у нас погиб. В первую очередь при масляном голодании страдают коренные шейки и вкладыши. В очень тяжелых случаях коленвал ломается пополам. Разборка закончена, и сегодня мы рассказали о страшной болезни этого мотора, а заодно наглядно показали и рассказали о причинах и следствиях масляного голодания. Хочешь знать больше и о разных моторах? Подписывайся на наш канал, ставь большой палец вверх, делись этим видео, заходи на наши соцсети, заходи на наш сайт, покупай у нас только хорошие запчасти, смотри наш проект «И бит, и крашен» вторую часть, и помни, с тобой была компания «АвтоСтронг».